Привет, друзья! Не буду долго затягивать, сегодня я развею миф о том, что в Азии все дешевле. Я провел аналитическую работу и составил список продуктов, которые примерно одинаковые здесь и в России. Ну и, соответственно, изучил на них цены. Для сравнения я взял здесь Лоттемарт и взял петербургскую ленту. Потому что, по моему мнению, субъективному опять-таки, эти магазины более-менее схожи. Результаты, честно говоря, меня шокировали. Но рекомендую досмотреть до конца, потому что у моих исследований есть обратная сторона медали, о которой в конце как раз я и расскажу. Цены я буду называть в долларах и в рублях. Ну а также в донгах я размещу их где-нибудь здесь или здесь на экране. Ибо если вы смотрите этот ролик не прямо вот сегодня, а завтра или через неделю, и курс уже сильно изменился, вы можете, ориентируясь на донги или доллары, сами сконвертировать и сориентироваться по ценам. Здесь цены растут очень медленно. И за последние 10 лет там сигареты подорожали с 10 донгов на 11 или на 13 донгов. То есть выросли где-то рублей на 10 в цене за 10 лет. Здесь нет таких больших перепадов цен. Максимум из перепадов цен, что я видел, это когда подешевел бензин в 2 раза. Бензин подешевел 2 раза, блядь. И доллар-донг соотношение, оно тоже не скачет. Оно примерно такое же, как и было там 10 лет назад, 5 лет назад. С небольшими колебаниями, просто минимальными. Так вот, я поехал в магазин, и в мой список добавился еще один продукт. Достаточно важный. Не пищевой, конечно, но очень важный продукт – это бензин. Цена на него тут $1, что примерно на данный момент в российских рублях 73 рубля. Я думаю, если мы здесь ездили бы не на байках, а на машине, то это очень сильно било бы по карману. Но учитывая то, что мы ездим на байках, и расход у него значительно меньше, то это не сильно ощутимо. К слову о бензине. Это тот продукт, который здесь может как расти в цене, так и падать в цене. Ну что, теперь перейдем к пищевым продуктам. Сначала за эталон какой-то одинаковости я решил, что можно взять Кока-Колу. Потому что баночка Кока-Колы 0,33, она везде одинаковая. А потом вспомнил, что В России нет больше Кока-Колы. Ну и погнали по продуктам ежедневного потребления. Одна из важнейших в кухне вещей, без которой не обходится ни одна готовка, это растительное масло. Здесь средняя стоимость обычного растительного масла, недорогого, не какого-то понтового, а самого обычного, $2.07, что в рублях примерно 152 рубля. В России же средняя цена на растительное масло примерно около 100 рублей. Сахар. 1 килограмм сахара здесь стоит $1.12 или 82 рубля 50 копеек. А в России цена на сахар 54 рубля за килограмм. Чувствуете разницу? Примерно в половину дешевле, чем здесь. Пройдемся немножко по макаронам. Возьмем марку, которая как бы мировая, вот спагетти Барилла. Здесь же обычная полукилограммовая пачка стоит $3.13 или 230 рублей. Как вам такой ценник? В то время как в России в ленте спагетти Барилла стоят 80 рублей. Это получается в 3 раза дешевле, да? Примерно в 3 раза дешевле. Спагетти попроще, какие-то ноунейм марки локальные, они стоят уже подешевле. Я нашел среднюю без акции, просто обычная цена, это $1.72, что в рублях примерно 126 рублей, 127 рублей примерно вот в этом диапазоне будет стоить. В России же можно найти спагетти за 50 рублей. Молоко. 1 литр стоит $1.76 или 129 рублей 50 копеек. Как вам такие цены? Дешево, да, в Азии? А в России среднее молоко, возьмем, допустим, то же самое Пискаревское, 65 рублей за литр. Опять почти что в половину. Филейная курятина 1 килограмм стоит здесь $4.36 или 320 рублей. А в России 220 рублей за килограмм. Мне кажется, разница опять-таки ощутимая, прям конкретно так. Десяток яиц стоит здесь $1.36, ну или примерно 100 рублей. А в России 60 рублей. И, между прочим, будучи вот в Петербурге, летом я бывало даже, по-моему, по 55 покупал. Единственное, конечно, я совсем не рассчитывал, что я найду на просторах интернета яйца в России десятками, потому что я думал то, что к данному моменту в пользу не повышения цен будут продавать уже девяток яиц, а не десяток. Картошка за 1 килограмм $1.61, а в России самая дешевая картошка 30 рублей. 30 рублей за килограмм. В то время, когда здесь 118, это в 4 раза дороже. Получается.
То есть в России ты покупаешь 4 килограмма, а здесь за эту же стоимость ты покупаешь всего лишь 1 килограмм картошки. Бля, я в шоке. Честное слово, в шоке. Я впервые за 10 лет вот моих вот этих вот жизни 50 на 50 здесь и в России, 70 на 30, решил попереводить цены, посравнивать их. И знаете, я честно в шоке. Я прям, не хочется материться, я удивлен. Потому что мне казалось, что здесь все прям вот значительно дешевле, что здесь все значительно проще как-то. А оказывается, что нет, нифига. Что здесь ценники-то ого-го. Но, как обещал, я расскажу обратную сторону медали. Примерно 50% рациона, у нормального человека составляют овощи, фрукты, зелень. И это все те вещи, которые мы не покупаем в торговых центрах, там, в лотомартах. Мы их берем на рынке. На рынке они стоят в разы дешевле. Сравнивать цены на фрукты я считаю бессмысленно, потому что, логично, что здесь Азия, здесь они растут, здесь они дешевле. Более того, мы здесь все-таки знаем кучу разных магазинчиков. Например, на рынке ты берешь овощи, в том-то магазине ты берешь мяско, куда-то еще ездишь за сыром или молочными продуктами. Я думаю, как и у всех, в России тоже есть какие-то свои локальные точки. Более того, здесь удешевляет жизнь то, что здесь всегда теплая погода. Наша зима, когда мы жалуемся, что нам холодно, это то время, когда мы одеваем толстовки и, возможно, ветровки. Когда на улице 20 градусов, 18 градусов, 18 градусов это вообще совсем зима. То есть нам не нужно зимних курток, зимней обуви, зимней одежды вот этой вот всей. Не нужно зимней резины, зимней омывайки. Все вот эти вот параметры, они просто, отсекают огромный слой расходов. Как видите, эксперимент показал то, что жизнь здесь совсем не такая дешевая, как казалось бы. И в среднем, наверное, цены 1 к 1, если вот брать со всеми нюансами. Если вам интересна стоимость на какие-то конкретные продукты, то пишите в комменты, и обязательно в следующих выпусках об этом расскажу. А я продолжу вас осведомлять о жизни во Вьетнаме, как здесь все происходит. До встречи. Я опять проебал концовку. У меня ее тупо в сценарии нету.